Всем привет! Вы на канале Счастье есть. С вами я, Андрей, за кадром Олеся. Привет. Сегодня я буду готовить традиционную картошку с грибами. Жареную. У меня есть заготовки. Летом я собираю грибочки, в частности, вот в данный момент у меня опята. Все это у меня в замороженном виде хранится на зиму. Я размораживаю, промываю хорошенечко. Вот. Затем отвариваю чуть-чуть, где-то в кипящей воде, наверное, минут 15, от силы 20, чтобы придать ему некую мягкость и колорит. Потом я их буду обжаривать. Картошечку я буду готовить жареную с предварительно полуфабриката, уже чуть-чуть тоже бланшированно отваренной картошечки. Не до готовности абсолютно, такая она жестковатая, больше жестковатая, чем мягкая. Опять же, соответственно, лук я отдельно обжарю грибы. Сколько у тебя здесь луковиц? Здесь 3 луковицы среднего размера. Сколько картошки? Килограмм, наверное, да? Картошки где-то килограмм. Ну, зависит от сковороды, в какой сковороде вы будете готовить в конечном итоге. Вот. Сейчас я приготовлю ингредиенты для жарки. Зелень, соль и перец. Поехали. Пока я буду готовить ингредиенты, резать картошку, мельчить грибы, я подготовлю 2 сковороды. По отдельности я обжарю грибы, отдельно обжарю лук. Сложу это все в емкости и займусь картофаном. Ставлю для начала разогрева чуть выше средней температуры, на 4. Сразу добавляю масло. Кстати, я тут недавно услышал интересные рекомендации по поводу жарки на сковороде, как это правильно делать. Сейчас я делаю совсем неправильно. А почему ты делаешь? Делай правильно. Ну, правильно, это определенный долгий процесс. Нужно будет сначала разогреть по максимуму, раскалить сковороду без добавления масла. Потом убавить огонь на среднику, даже к минимуму, наверное, на 2, так чтобы прошло некоторое количество времени. После этого добавлять масло и уже ставить на среднюю температуру и жарить. Начну я, наверное, с грибов. Сначала я измельчу грибы, затем их брошу на сковороду, обжарю. Одновременно попробую положить лук. Такие чудные опятки. Эх. Ну, не совсем мелко, так чтобы они прожарились и как-то заходили хорошо. Ну, вот так вот на такие средненькие фракции я порежу грибочки, чтобы ему удобнее было на сковородке себя вести, обжариваться более-менее равномерно. И сейчас займусь нарезкой картошки. Я думаю, сковорода уже, вернее, сковороды разогрелись. Сейчас я выложу грибы, буду контролировать процесс жарки. И также обжарю лучок до румяного, веселого, пахучего состояния. Да, забыл сказать, отваривая грибки, вы можете их посолить по вкусу. То есть они уже как бы должны быть немножко подсоленные. Вот, ну что же, сейчас я их буду обжаривать. Сковороды достаточно, мне кажется, нагрелись. Проверим степень. Да, нормально. Все. Можно выложить всю тарелочку. Главное контролировать процесс. Я раскалил сковороду до выше среднего. Да, сейчас я буду убавлять. Пускай еще подогреется немножечко. Вот так вот. Они будут уменьшаться, они будут ужариваться. Главное контролировать процесс, чтобы ничего не подгорело у вас. А на эту сковороду я выложу лучок. Подготовленный, за которым тоже нужно присматривать. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Люблю, чтобы в блюдах было достаточное количество ингредиентов. Ну, как-то так. Распределю ровненько. Буду контролировать процесс. Вот они уже начинают выстреливать, поэтому я убавлю до 3. Убавлю.
а лучок оставлю на прежней температуре. Я сделаю вот так вот. Вот видите, как она чуть-чуть прохладная, не суть. А зачем ты картошку предварительно перед жаркой? Потому что я хочу сделать румяную корочку у картошки, не пережаривая ее, чтобы она... Слушай, ну у тебя своеобразные брусочки. Брусочки своеобразные, да? Ну, пускай такие будут. Практически доходит. До золотистой корочки, да, мы? Ну, не корочки, а вот такого состояния. Состояние, да, цвета, может быть, такого прозрачно-золотистого уже. В принципе, лучок, да, доходит. Грибочки надо чуть подольше пожарить. В таком состоянии и, собственно, закончить. Да? Пока я выключу комфортно. Это вот это приложу в мисочку. Так, грибы я уже продегустировал. Они практически готовы. Я их тоже пока выложу и начну обжаривать картофель. Выкладываю. Многовато для этой сковороды, но процесс контролирую. Так, добавляю лук. Распределю равномерно. Более или менее. Боже, как же это аппетитно. Конечно, это не назовешь диетическим блюдом, но это так вкусно. Что может быть, друзья, вкуснее жареной картошки? Ах ты ж, да. Ну и хит сезона — это грибочки. Собственно, вот так вот. Как вы понимаете, что ингредиенты помимо картошки у меня уже доведены до полуготовного состояния, поэтому обжаривать их сильно нет смысла. Поэтому я просто убавляю огонь. Где-то, наверное, до двоечки. Что на одной сковороде, что на другой. А то и до единички. Собственно. До минимального, в общем. Да, теперь можно накрыть крышечкой. Одно другое блюдо на одной крышечке есть. Давайте. Ну вот, друзья мои, что мы имеем на выходе? А на выходе мы имеем вот такое вот замечательное блюдо. Картошечка с грибочками. Чудесно. Продегустирую на ваших глазах. Сорян. Прекрасно. Картошечка, как и ожидалось, получилась мягенькая, с обжаренной корочкой. А с вами был я, Андрей, на канале Счастье есть. Ваше здоровье. Так будьте счастливы, друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.